Об этом народе в своей сказке упоминал Ганс Христиан Андерсен. На их земле находится резиденция Санта-Клауса, а сам народ проживает на территории сразу 4 стран – России, Норвегии, Финляндии и Швеции. В Скандинавии их называли лапар или лапер. Русские именовали лапарями, лаплянами или лапью, а территорию, где они жили – Лапландией, то есть землей лапарей. Сам же народ дал себе название саамы. Его представители – невысокие, хорошо сложенные люди с темными волосами и голубыми глазами. Сегодня численность саамов составляет около 80 тысяч человек. Большинство из них проживает в Норвегии и Швеции. В России, по данным переписи населения 2010 года, живут 1700 саамов, почти все в Мурманской области, в селе Лавозеро. В наши дни у этого народа есть собственный флаг и гимн, а их права защищаются выборными органами самоуправления – саамскими парламентами, которые существуют во всех 4 странах. Что известно об истории происхождения саамов? Как они жили, чем занимались, чем питались и какую одежду носили? Об этом мы расскажем вам в нашем видео. Друзья, перед просмотром не забудьте подписаться на канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете все о жизни арктического региона, сюжеты об удивительных местах Крайнего Севера и людях, которые здесь живут. Подписывайтесь на Ямал Медиа, а мы начинаем. Ученые выделяют несколько этнических групп саамов. Их общими предками были первые люди, которые заселили побережье Фенноскандии во время завершения ледникового периода. Это произошло еще в конце 8-го тысячелетия до нашей эры. Позже с ними смешались мигранты с востока и юга. Древние саамы жили на гораздо более обширной территории, чем современные. Южная граница их земель находилась у Ладожского озера. Упоминания об этом народе встречаются уже в 325 году до нашей эры у древнегреческого историка Пифея. Он называл их словом «финои». А древнеримские авторы использовали для именования саамов слово «фенни». Кроме того, некоторые ученые считают, что первым словом, которым называли этот народ представители других этносов, было слово «фин». Однако единого мнения по этому вопросу пока нет. Традиционно саамы занимались рыболовством, оленеводством и охотой на суше или в море. Преобладание того или иного вида промысла зависело от территории проживания. Например, западные кольские саамы занимались преимущественно озерно-речным рыболовством. Северо-западные ловили морскую рыбу, а восточные разводили оленей. Кроме того, охотились на животных и птиц. С декабря по март саамы жили в зимних поселениях-погостах. Они устраивались в местах, богатых ягелем, который служил кормом для оленей. В летний сезон восточные саамы перекочевывали к летним погостам, а западные расходились семейными группами и жили у промысловых участков. Традиционное зимнее жилище называется вежа. Оно представляет собой усеченную пирамиду с 4 или 6 гранями. Ее высота достигала примерно 2,5 метров, а площадь была около 9 квадратных метров. В центре жилища устанавливали каменный очаг, дым от него выходил через отверстие наверху. Остов вежи покрывали шкурами оленя, а сверху укрепляли корой, дерном и хворостом. С 19 века появляется еще один вид жилища – тупа или пырт. Это деревянная постройка площадью 12-13 квадратных метров. В ней было 1-2 окна и плоская крыша. Летом использовали переносное жилище кувакса. Для его устройства на конусообразный каркас из шестов натягивали чехол из оленьих шкур или парусины. А к 20 веку стали использовать русскую избу и ненецкий чум. Как и у многих других северных народов, основу зимнего питания саамов составляло оленье мясо. Его употребляли и в сыром виде, но чаще мясо вялили, жарили или варили похлебку, в которую добавляли ягоды и муку. Летом в рационе преобладала рыба. У русских саамы Кольского полуострова переняли способ запекания рыбы в тесте. Кроме того, ее тоже вялили, варили и жарили. Саамы носили одежду, которая была приспособлена для длительного пребывания на холоде. И мужчины, и женщины сначала надевали яркую нательную рубаху с длинными рукавами, а сверху наплечную одежду из сукна. У саамов Норвегии и Финляндии такой одеждой были гакти или кафты. Их традиционно шили в черных и синих цветах, а рукава, воротник, плечи и подол украшали вышивкой и нашивками из цветных лоскутов. Наплечная одежда саамов Кольского полуострова – юпа. Она представляла собой прямую рубаху, которую шили из цельного отреза плотной ткани. Женщины носили белые юпы, а мужчины – серые. И те, и другие украшали лоскутами цветной ткани и бисером, а подол подшивали плетеной шерстяной тесьмой. Зимой носили печок. У кольских саамов он называется песка, а в Скандинавии – муд. Это верхняя глухая одежда со стоячим воротником. Для нее использовались 2 оленьи шкуры коричневого цвета.
Их сшивали мехом наружу, воротник и рукава украшали кусочками цветной ткани. Мужской печок шили длиной чуть ниже колен, женский был до щиколотки. Зимний головной убор мужчин называется каппер. Это суконная шапка с подкладкой из меха оленя. Для каппера использовали сукно синего, красного и черного цвета. Головной убор также обязательно украшали орнаментом из бисера и жемчуга. Зимой женщины носили похожие шапки, а летом замужние покрывали голову шамшурой, головным убором, похожим на русский кокошник. Девушки надевали повязки в форме полого цилиндра, и мужскую и женскую обувь изготавливали одинаково. Для этого использовали выделанную оленью кожу или камус, шкуру с ног оленя. У всей обуви были загнутые вверх носки. Вместо стелек использовали сухую траву и обязательно надевали вязаные чулки без ступни. Традиционный уклад жизни кольских саамов стал разрушаться еще до начала 20 века, но наибольший удар по нему нанесло активное освоение полуострова в 20-е и 30-е годы прошлого столетия. Коллективизация привела к тому, что многие саамы перестали заниматься традиционными промыслами. При этом освоить новые формы ведения хозяйства было непросто. В результате традиционная культура, экономика и жизненный уклад саамов оказались практически уничтоженными. Кроме того, саамы пострадали от сталинских репрессий. При том, что численность этнического населения составляла около 2000 человек, 118 были репрессированы, 113 из них мужчины, а это 10% населения на тот момент. В 70-е годы 20 века в Мурманской области активно строили и расширяли промышленные предприятия и территории военных объектов. Кроме того, укрупнялись совхозы, по этой причине были расселены 32 населенных пункта. Принудительному переселению подвергались и шведские саамы в 1919-1937 годах. Особое внимание на сохранение коренного народа обратили в середине 20 века. Тогда в Норвегии, Финляндии и Швеции создали саамские парламенты и приняли законы по поводу статуса саамских языков. В наши дни в России статус саамов как коренного народа закреплен в уставе Мурманской области. Уникальную культуру бережно хранят в селе Лавозеро. Здесь создан Саамский национальный культурный центр, проводятся народные праздники и фестивали. В Лавозере работает Кольское саамское радио, а также действует музей истории, культуры и быта кольских саамов. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. А также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного. И еще, друзья, у нас появился канал в Вайбере, где мы рассказываем о главных новостях Ямала и Арктики. Подписывайтесь, ссылка в описании.